Здравствуйте, дорогие зрители, мы опять с вами. Это мы, любознательные молодые люди, которые пытаются разобраться в разных вопросах, которые возникают у вас. Сегодня мы попробуем разобраться, насколько отличаются страны и их культура. Но вот меня, как студента, интересует возможность для обучения в другой стране. В какой стране вы бы хотели поучиться и почему? Я бы, наверное, хотела либо в Новой Зеландии, либо в Германии, потому что это, по-моему, очень красивые страны. Я бы поучилась в Париже или во Франции, потому что я слышала, что там очень хорошие школы по моде, и сама страна очень красивая. Все выбирают свои университеты и школы из-за красоты этих стран, в которых они находятся. Если из-за красоты, мне бы тоже выбрал, может быть, Японию или... я не знаю. Есть идеи еще? Я бы, наверное, выбрал учебу либо во Франции, либо в Австралии, Америке или России. Просто из-за того, что я знаю языки. И мне было бы легче именно в этих странах. Потому что я не представляю, как я бы приехал в Китай и начал учить все заново. Было бы очень трудно. Ну, значит, ты знаешь, как по-французски разговаривать? Чуть-чуть. О, скажи что-то. Je ne comprends pas. Ну вот, учите языки и приходите во Францию. А вы, зрители, можете нам сказать, что он все-таки сказал? А если посмотреть на возможность чему-либо научиться, вот, например, в Западной Африке можно научиться вуду. Или в Японии поучить азы карате. Я хотел бы стать мастером чайных церемоний. Поэтому я бы хотел посетить Японию, какую-то школу, которая обучает мастерству чаепития. Потом показывать своим друзьям свои навыки в этой огромной и интересной области. Ну, можно еще, например, в Англию поехать, там чаепитие развито довольно. Но церемония чаепития — это чуть-чуть другое. Но там целая церемония для чаепития, как говорится в имени, но это вообще очень трудно и интересно, там надо много чего знать. Я тоже так хочу, я хочу научиться хорошо варить чай и этой церемонии. А я обычно пакетик в чашку и там наливаю кипяток. Можно пакетик в рот и потом кипяток. Я тоже хочу чай варить. Хорошо. Ну вот, все здесь любят чай. Я бы, например, хотел поучиться, например, карате. Мы живем в Австралии, я бы хотела научиться драться в рукопашном бою с кенгуру. Мне кажется, интересный навык всегда пригодится в жизни в Австралии. Или как победить паука. Я обычно в многопашном бою его побеждаю. Я, Николай и Полина, мы прогулялись по набережной и поделились своими мыслями. Какой красивый вид, Коля. Согласен? Да, я согласен. Но, Полина, ты ведь приехала в Австралию 2 года назад. И вот какие места тебе больше всего понравилось? Да, за время моей жизни в Австралии я успела посетить несколько городов: Голд Кост, Мельбурн, Джервис-Бэй. Ну и, конечно, такие знаменитые места, как Blue Mountains, Royal National Park. Но больше всего, наверное, мне запомнились Мельбурн и Голд Кост. Да. Ну, вообще, я здесь родился, так что я по многим местам ездил. И даже вот в Тасманию я ездил, и мне там очень понравилось. Там ягоды растут, там можно их собирать, на фермы ходить, и можно в походы хорошие там ходить. Я большой любитель такого отдыха, где ты можешь полежать на песочке, потом также куда-нибудь пойти в лес за грибами, сделать барбекю, играть в настольные игры. Вот мне такой отдых, на самом деле, нравится больше, чем просто склоняться по городу. Это тоже, конечно, интересно, изучать какие-то новые места там в другом городе, но все же, наверное, вот больше мне нравится природа, пение птичек, океан. Ну, значит, Джервис-Бэй больше понравился. Определенно больше. Да, мне понравилась Тасмания все-таки, если мне надо выбрать. Мне понравилось то, что там вообще холоднее капельку, чем, например, в Сиднее или, особенно Улуру.
Я это предпочитаю. А так, ну, ягоды, как бы атмосфера такая, как бы прохладная, мне очень нравится. И там можно и пингвинов посмотреть, там все как бы есть хорошее, да. Но если бы я даже выбрал между Джервис-Бэй и Тасманией, я бы выбрал Тасманию. Все Тасмания? Да. Ты был в Джервис-Бэй? Я там был один раз, да. Нам классно, но Тасмания лучше. Ну тогда я определенно съезжу в Тасманию. Отличная идея. Спасибо за наводку. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Мы продолжаем разбираться в вопросе, что лучше в каждой стране. И я спросил об этом случайных людей. Давайте посмотрим. So, have you been to many places in Australia? Yes. Just along like Brisbane, from Brisbane, Yeah. Melbourne, Sydney, like no. East Coast sort of area. Right. Yeah. Are there any sort of like interesting places that you would like to sort of inform other people about? I think definitely like, I mean, Sydney, obviously. We are here in this beautiful city. But I think Brisbane's really nice. Gold Coast, really nice. A lot of nice beaches. Yeah. Yeah, a lot of nice. I think like going outside of like the capitals of the states, like just 30 minutes out, like you're into like suburbs. Yeah. Not just this sort of stuff. It's like, you know, Do you guys know of any good like hikes or sort of walks? Yeah. So Mount Tambourine. Mount up at Tambourine, Gold Coast. like down the Gold Coast. Yeah. It's an hour a bit out from Brisbane. Sort of if you're like in Brisbane heading out west towards Toowoomba sort of place, like out that way, heading down southwest, yeah, Right. like all the. And have you been like to many other like countries in the world? I've been to quite a few. Well, how would you say like Australia or like the outback compares to those countries? Look, there's a lot of beautiful places in the world. There's a lot of great cultures and everything, but I think nothing compares to home, you know? Yeah, the outback has like a very unique feel about it. You don't really get that anywhere else, I think, yeah. Like it's good for like the soul and bait. Oh, 100%, yeah. It's very like isolated, but it's like, it's not a bad isolated, if you know what I mean. It's like a very relaxing. Serene. Yeah, serene, yeah, that's probably a good word. Have you been born, were you born in Australia? I was actually born in Israel. Would you say, have you been to many places in Australia? I've been to Vic, New South Wales, Queensland, and Tas. So I've been across a few of the states. I think I've been to every state except Northern Territory, so I feel like I missed out a little bit, but no, I like to travel, so definitely, I feel like... Right. Would you say, what would you say are some of the most interesting places that you've like been to in Australia? Definitely Hamilton Island, the part of Queensland with all of the amusement parks and water parks in them. This area, Sydney Opera House, sorry. Not Harbour House, Opera House is fantastic. Just... What would you say? I like to surf, so like I feel like surfing's taking me around a lot of the coastline. I'd say Margaret River's pretty nice. What state is that in? Western Australia. Right. Yeah, so south of Perth. I like the Victorian Great Ocean Road. It's very nice. Between Sydney and Brisbane, that coastline's beautiful as well. Yeah. So I just like Australian beaches. And how would you, if you've been to other countries, how would you compare Australia to other countries? Hotter. Yeah. Definitely a fair bit more wildlife in most cities and like a bit more nature than most other countries I've been to. I've been to America and China, and the place is a lot cleaner and, well, a lot more sparse than those. Other cities are a lot more tightly packed and... Right. Dense, right. Yeah. I guess like overpopulation and everything. Yeah, like... Right. Yeah, probably culture. Like if you go to like the metropolitan cities, super diverse, cultural, kind of exciting, dense. Then you get out to like, I don't know, the quieter towns. Still very interesting to visit. You know, cute little towns exist throughout Australia, but it's just very spread out. You got to drive several hours to get anywhere. So, yeah, just the culture differs between different countries. Australia's got a little bit of everything. Right. And do you guys have any plans of like moving countries or like living in another country in the future? Actually, we're both about to move to Norway. Oh. No. Well, if I get a job in another country, I'll definitely move there for the work. But at the moment,
I'll probably just stick around, go wherever the work takes me. Right. That makes sense. Yeah, I work in cybersecurity, which is a pretty good job to be in because you can work anywhere. And unlike infrastructure where you have to like maintain hardware, this is a kind of a cool niche where you can work anywhere. So I think for me, I'll probably still base myself in Australia, but if I had to go somewhere else, I'd love to live in like a Bali and work from there, or like Seattle or a Hawaii would be cool. Right. And it would be interesting to know, are there any sort of like things as a cybersecurity person, I'm assuming that involves a lot of the internet, are there any sort of considerations that you put in on like moving to countries depending on like their regulations of the internet or their sort of laws surrounding that? Do you have any those sort of considerations? Yeah, look, different countries are like underpinned by different regulations. Like in Europe, you've got GDPR and HIPAA and things like that. In Australia, you've got APRA and PCI DSS, things like that. So it really depends. I feel like Australia's pretty good for cybersecurity, quite immature in comparison to a lot of countries, but we're getting there. And look, I think Australia's always lax in everything, which I kind of think is nice as well. It's not so hardcore when it comes to a lot of things. So I kind of Would you agree with that? Oh yeah, I've been across countries, and during a few years back, I went to China as part of my IT degree. There you go. And goodness, they're a little more strict on it. Right. Have to jump through a few hoops just to even get onto something as simple as Google or YouTube. Right. Yeah, I'd imagine that, yeah. Can't connect to any foreign website without having some kind of VPN on your side. And even those don't work most of the time unless they're the official China-approved ones. Right. Oh, it's interesting. Right. Crazy. One more thing. Go complexity. Were you born in Australia? No. Yes. Where were you born? What country? UK. UK. Have you been to many places in Australia? So like all the states? Yeah, generally yes. Not all of them, but I've been to. Yeah. Are there any sort of like states or places that sort of stand out in your memory as being like interesting? Probably the last one I went to. What would that be? Well, whenever that is. I think all states are interesting. But like, are there any sort of specific places like walks or hikes or maybe even like natural features that you specifically like? Western Australia, down the south. It's very interesting, very nice. Anybody down there? Adelaide? Are they good? Like, is it just nice in terms of like the water and the scenery? Oh, it's compact. Easy to get around. Right. And would you say, well, have you been to many other countries other than Australia? So UK, I'm assuming. A few, yeah. How would you compare those countries to Australia? Well, I chose to live in Australia, so I think Australia's the best place. Right. Smaller. Smaller? Yeah, more compact, smaller. More local? Right. Yeah. In terms of like the natural features, would you say like Australia has like greater, more nicer, more beautiful scenery? It has unique scenery. I don't think you can say greater or more nice, but it's definitely got unique scenery. Right. Oh, depends on what you're looking at, what you're looking for. No. Well, do you have any plans of like sort of moving countries to live somewhere else in your life? Not at this point in time. Oh, I've done it. So, depends on what I want to do. Because I've lived overseas, I've lived here. It's really the welcome down. Right. What country were you born in? Philippines. Philippines. Have you been to many places in Australia? I have, yeah. Well, How many other states, for example? so New South Wales, Queensland, Victoria, WA, South Australia. Oh, that's a lot. What, ACT as well? Or... Yeah, I forgot ACT, yeah. Right. Well, are there any sort of interesting places like natural features maybe, or like hikes or in Australia? Plenty. Yeah, don't know where to begin. In Victoria, there's a Great Ocean Road. Mm-hmm. Obviously, there's the CBD of itself. Then you have your foodie, or if you like theatre culture, you can go down there. Plenty of places in New South Wales. Obviously, there's Byron Bay, Hunter Valley for the wine lovers. Yeah. There's also the South Coast, Wollongong, Kiama, Jervis Bay, if you're looking for an escape. Queensland, there's Gold Coast, obviously with all the rides, got most of the beaches, Brisbane, bit up in North Queensland, Cairns, so if you want to go Great Barrier Reef. And what about like
distinct sort of natural features, like, for example, Uluru or something like that, or the Three Sisters in Katoomba? Are there any of those? Sorry, yeah. Three Sisters in Katoomba. There's the 12 Apostles near the Great Ocean Road. Well, obviously, it's down to 7 Apostles. Why is that? Because of erosion. All right. It's not that. Great Barrier Reef. Up in North Queensland, obviously, it won't. And, I mean, how would you say that Australia compares, or like the natural features of Australia compared to the Philippines or any other countries that you've been to? Hey, yeah, it's definitely up there. Yeah. Like, I heard some people say that it's more sort of serene, it's more sort of local. It's not as sort of popular, sort of with as many people as other sort of countries. Yeah, that's the fact that with Australia, there's a bit of diversity. Obviously, you know, if you're up for hiking, then there's Three Sisters, obviously. But if you like a bit of diving, snorkeling, and there's the reefs, obviously Great Barrier Reef, short bands. And there's other formations. There's the Wave Formation in WA as well. And would you say that you have any sort of thoughts of like moving to another country in the future? No, I love it in Australia. I moved to Denmark. Я слышал, что в Канберре есть там хороший такой, как сказать, арборетум, и там есть бонсай, вот такие деревья. Я хочу научиться, как ухаживать за бонсай деревом. Там наливать столик. Нет, ну там нужно подрезать, потому что это маленькое дерево, там везде корни нужно подрезать, аккуратно менять. Зачем? Чтобы выжило дерево. Зачем надо подрезать, убивать дерево, чтобы оно выжило? Там бонсай — это чуть другое. Бонсай ты подрезаешь дерево не для того, чтобы оно выжило, а чтобы придать ему форму. Знаешь, как выглядит бонсай деревья? У них у всех очень разная форма. Вот. Ствол выглядит очень искорёженно. Примерно понимаешь, о чем я. Но и чтобы придать стволу такое странное очень, такую странную форму, надо подрезать постоянно листья. Там, где не надо, чтобы ветки росли. И это как раз придает стволу такую форму. Также его очень надо аккуратно поливать. Потому что оно, сдохнет. Не переключайтесь, а лучше приготовьте цветные бумажные листики. Скоро вернемся. Мы к вам. В наше время, когда стресс может преследовать человека повсеместно, Николай предлагает очень простой способ обрести внутренний мир. Вы тоже можете участвовать в этом вместе с нами. Значит, мы сегодня будем складывать мячики из оригами. Классно. Вот такие. Так что все, пожалуйста, возьмите листочек бумаги. И мы должны начать с квадратиков. Так что, пожалуйста, сложите как бы... А почему именно с квадратиков? Ну, это просто самая легкая как бы фигура, с чего начать. Простая как бы... Да. И обычно другие тоже как бы фигуры все начинаются с квадратиков. Можно вот... Да. Ножницами как бы отрезать прямоугольничек, который остается там сверху. А как давно ты занимаешься оригами? Ну, с детства. А откуда вообще пошло оригами? Ну, я думаю, где-то из Японии. Мы сейчас пробуем как бы их так сложить, чтобы у них были складки горизонтально, вертикально и диагонально. Для того, чтобы делать оригами, нужны очень точные складки. Ты думаешь, для этого нужно какое-то внутреннее спокойствие? Ну, я думаю, конечно, да. Это трудно, например, делать в поезде или какой-то машине, которая трясется. Если у вас уже есть квадратики с правильными складками, мы хотим, во-первых, вот так сложить, чтобы как наполовину. Горизонтально или вертикально. Но самое главное, это мы хотим потом вдеть как бы концы с обоих сторон, например, вертикально, внутрь, чтобы они как бы сложились наоборот. Вот так. Значит, оно сначала было так, потом внутрь.
сложили. Угу. И это должно быть как бы не острая сторона, а плоская сторона. Мы ее складываем внутрь, чтобы получилась как бы трапеция. А потом делаем то же самое с другим концом. Значит, у нас получается треугольник. Сейчас мы берем эти как бы кончики, 4 кончика, и складываем их, чтобы они смотрели вверх, например. В общем, как бы в противоположную сторону. Почти. Все 4? Да. Ну да. Например, с этой стороны они идут вверх вот так, а с другой стороны они вот так. Как бы зеркально. И сейчас у нас получится квадратик. А у тебя оригами всегда с первого раза получается, или у тебя было много раз, когда там, к примеру, ты делала оригами, но ты недостаточно точно там сложила где-нибудь, и из-за этого не получилось? Ну, получается с первого раза обычно, но не слишком хорошо. Но как бы оригами это для личного удовольствия. Следующая инструкция для вас это вот кончики, которые не имеют, не знаю, этот прорез, как бы другие кончики, их надо в середину сложить, чтобы они смотрели внутрь как бы. Но вам не обязательно, чтобы они трогали середину, какой-то прорез, но чтобы они как бы имели какую-то дистанцию, потому что мы сейчас будем в них вдевать кончики. В общем, попробуйте как-то так сделать. Эти кончики, которые у нас внизу, эти 4 кончика, 2 с каждой стороны, мы их вдеваем в эти, как окошко, в эти дырочки, которые мы сами сделали, потому что мы сложили внутрь эти кончики. Так что мы вдеваем их вот так. Мы сейчас находим конец этой фигуры, где есть как бы дырочка. Нашли. И мы ее вдуваем, и она растет, расширяет. Будет, да. И у нас получается мячик. С этим мячиком можно вот играть, можно бросать, можно его разрушать. А тогда. Самое трудное это сделать, это надуть. Да, это точно. Сейчас ты надо быстро сделать. Вот. Мир и спокойствие в душе, и мычите с нами. Are you looking for peace within yourself, but your surroundings don't give you peace? Do you think that if you grow a bonsai tree, you'll find a world where trouble cease? Perhaps the Japanese art of paper folding will calm your nerves, ease the pain you're holding. But deep inside there's a battle tonight.